Сегодня готовим мягкий и очень простой хлеб на кефире и дрожжах с холодной ферментацией, что сделает этот хлеб еще более вкусным и ароматным. Рецепт максимально простой и займет всего 5 минут вашего активного времени. Этот хлеб получается очень мягкий, белоснежный и мелкопористый. Все ингредиенты для рецепта, как всегда, на экране и будут в описании, и давайте готовить. Для этого рецепта нам понадобится 230 мл теплой воды комнатной температуры. Кефир нам также понадобится комнатной температуры, он должен быть теплый, 120 мл. Жирность кефира может быть любая. Сюда же добавляем 30 грамм сахара. Также нам понадобится 8 грамм соли и пакетик дрожжей. У меня в пакетике дрожжей 5 грамм. Пакетики могут быть разные, поэтому если у вас 7 грамм, такой пакетик тоже подойдет. Высыпаем все в одну миску и хорошо это перемешиваем венчиком или вилкой. Также нам понадобится 460 грамм белой муки. У меня здесь мука самая обычная, общего назначения. Ее можно либо просеять заранее, либо пройтись по ней венчиком и немного взрыхлить. Так она будет более пушистой и более воздушной. Добавляем муку к жидким ингредиентам и все хорошенечко снова перемешиваем. Сначала я это делаю лопаткой, но как только ингредиенты более-менее объединились, перехожу на вымешивание руками. Тесто получается мягкое, эластичное и немного липковатое. Оно хорошо вымешивается руками, собирается в комочек. Вот такой примерно должно получиться. Накрываем тесто либо крышкой, либо полотенцем и оставляем его в теплом месте до подъема в 2 раза. У меня все это время тесто стояло при комнатной температуре, и на весь процесс подъема в 2 раза у меня ушло примерно около 2 часов. Снова накрываем тесто крышкой и убираем его теперь на холодную ферментацию. Холодная ферментация должна быть как минимум 3 часа, или можно оставить тесто даже на ночь. Через 3 часа тесто никак не изменилось внешне, оно по-прежнему такое же, но более холодное и более податливое. Я присыпаю муку на стол и выкладываю тесто на стол. Присыпаем снова тесто сверху небольшим количеством муки, разравниваем наш кружочек и будем формировать буханку. Я буду делать сегодня круглый хлеб, поэтому все края теста я просто подбираю к центру и формирую круглую, очень упругую буханочку. Чем лучше подберем края, тем более высокая будет буханка. Переворачиваем тесто и округляем нашу заготовку. Делать это желательно достаточно быстрыми движениями, пока заготовка все еще холодная и хорошо держит форму. Перекладываем тесто на пергамент, накрывая его пленочкой, чтобы оно не подсохло, и тесто нужно оставить при комнатной температуре еще примерно на 1,5-2 часа или до увеличения в объеме. У меня тесто уже постояло, сверху я сделала небольшие надрезы и смазываю его растопленным сливочным маслом. Масло обязательно должно быть теплое, не горячее. И отправляем наш хлеб в горячую духовку, в заранее разогретую духовку, и выпекаться он будет 50 минут. Все температуры вы сейчас видели на экране. Вот такой хлебушек хороший, замечательный и ароматный получается через 50 минут. Этот хлеб получается всегда очень мягким, с тонкой хрустящей корочкой сверху. Ну и давайте разрежем хлеб и посмотрим, что внутри. И внутри у этого хлеба всегда получается мелкопористый белоснежный мякиш, как у любого молочного хлеба. Получается он мягкий, вкусный, ароматный, немного пахнет кефиром. И благодаря тому, что мы его смазали сливочным маслом на поверхности, этот хлеб очень сильно пахнет сдобой, и у него получается очень красивая румяная корочка. Я надеюсь, что вам понравился этот быстрый 5-минутный рецепт. И если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, то на все вопросы я отвечаю в комментариях.